Всем здорово, народ! Сегодня у нас с вами хорошие новости. Разработчики выкатили пост, в котором рассказали о планах на ближайшее будущее, ну вот вплоть до 2 января, насколько я понимаю. Ну, то есть разработчики нам осветили все такие основные моменты, которые вскоре будут появляться на сервачке. Это, конечно, приятно, когда такие посты выкатываются, по крайней мере, ты понимаешь, чего ждать. Ну и сегодня мы с вами на эту тему порассуждаем, посмотрим, что же нам такое здесь написали. Всем приятного просмотра, погнали смотреть видос. Итак, значит, показываю вам полный текст поста, который разработчики выложили у себя в Телеграме. Кстати, в Дискорде у них тоже можно было найти аналогичный анонс. Кстати, пользуясь случаем, прорекламирую вам свою Телеграм-группу. Из полезного прямо сейчас вы там можете мой найти пост по аддонам. Я там закрепил сообщение, значит, там зипник со всеми аддонами и ссылки на видосы, где я их настраиваю. Плюс я там постирую дополнительный контент и также анонсы о всех своих стримах. Поэтому, чтобы не потеряться, подписывайтесь на мой Телеграм-канал, а мы летим с вами дальше. Итак, вот главное обновление на октябрь-декабрь. Дорожная карта Ноздор на ближайшие месяцы. Я так понимаю, здесь основные именно нововведения будут описаны. Начнем, наверное, не по порядку, а с самого интересного. Смотрите, здесь, как по мне, наибольшее внимание, стоит уделить тексту про старт первого PvP сезона в промежуток с 1 по 7 ноября. Ну, короче, считайте, что в начале месяца у нас должен запуститься PvP-шный сезон. Новые награды, новые возможности для проявления мастерства, тарым-пырым и введение боевого пропуска для PvP. Вот так вот вместе суммируем две данные новости. Система уровней, эксклюзивные награды и поддержка активности игроков на арене. Значит, что мы имеем? Я так понимаю, разработчики планируют ввести систему ладдера, то есть, чтобы мы могли зайти на сайт, увидеть, кто там побеждает, кто проигрывает хотя бы, и увидеть рейтинг игроков, которые в PvP-активности принимают участие. Плюс ко всему, если вводить систему ладдера, значит, они должны починить систему начисления очков, потому что многие из вас могли столкнуться, те, кто играли арены, что иногда, допустим, за поражение вам снимало условно 5 очков, а потом вы проигрываете следующий бой, вам снимают уже 50. Я, конечно, утрирую, но, в общем, были поломаны цифры, и не всегда они работали корректно. И это было связано не только с условным рейтингом вашей команды против рейтинга команды противника, допустим, а иногда очки начислялись, как будто бы просто по рандомным каким-то формулам, я не знаю, был разброс максимально широкий. И третьим пунктом возвращаемся к подновости, скажем так, введения боевого пропуска для PvP. Он как бы и для PvE еще вводится, но мы про это поговорим чуть позднее и отдельно. Значит, боевой пропуск для PvP. Но здесь, опять же, видите, нету особой подробной информации и что может быть. Во-первых, может быть боевой пропуск с одним уровнем наград, то есть вот все играют и все получают одни и те же награды. Есть вариация, когда у вас боевой пропуск делится на бесплатную линию и платную линию. И вот здесь уже тоже может быть разделение, потому что как бесплатную, так и платную линейки боевого пропуска можно реализовать по-разному. Например, допустим, все награды, которые связаны с получением очков чести, очков арены и так далее, можно засунуть, допустим, в бесплатную линию, а в платную линию боевого пропуска засунуть только различные там внешки, маунтов, я не знаю, какие-нибудь, в общем, косметические награды по большей степени. Либо, допустим, даже если не только косметические награды засовывать в эту платную линию боевого пропуска, чтобы не было прям огромной разницы между бесплатной и платной веткой. В общем, вы меня понимаете. Но вот из того текста, что нам предоставили, понятное дело, вообще никакой вывод сделать практически невозможно. Система уровней, эксклюзивные награды и поддержка активности игроков на арене. В общем, в любом случае, боевой пропуск как дополнительная активность и вот такой элемент удержания игрока в игре, просто играешь арены, получаешь доп. Награды. Это всегда прикольно. Сейчас самое главное посмотреть, как именно будет боевой пропуск реализован, потому что могут быть с этим подводные камушки, Ну и четвертым пунктом, опять же, если говорить про PvP, здесь также останется нехватка хилов для риги, например, арены Solo Queue. И здесь, понятное дело, все упирается именно в желание игроков играть за хилов или играть за дамагеров, условно. Но в любом случае системы поощрения риги за хилов должны присутствовать. Кстати, уже по факту присутствовала система поощрения лекарей, когда вы регаете солоку, но просто про это никто и никак не мог узнать до того, как хотя бы первый бой он не регнул. В общем, я это узнал буквально на днях и просто со слов именно игроков. Короче, если вы регаете за хила солоку, вам в конце падает дополнительный конверт, в котором либо жетон очков чести, либо жетон очков арены. Просто вы получаете дополнительные, соответственно, ресурсы. Но никакого визуального элемента интерфейса об этом вообще нет, то есть полный ноль. Вы пока не сыграете первый бой за хила, вы не узнаете, что в принципе есть такая механика получения дополнительной награды. И как будто бы это супер упущение со стороны разработчиков, раз уж вы ввели систему такую поощрения, что, кстати, прикольно, потому что, понятное дело, за хилов нужно как-то людей агитировать, играть побольше. Но тогда вы хотя бы введите какое-то об этом упоминание, чтобы люди понимали, что такое есть. А то, опять же, получается, как будто бы по факту система есть, но про нее никто не знает. И это момент печальный.
И, кстати, 5-й пункт про ПВП, да, прямо сейчас мне пришла мысль, пока записывал. Давайте прочитаем текст еще раз. Обновленный сезон, новые награды и возможности для проявления мастерства на арене. Касается ли нововведения по поводу первого ПВПшного сезона каких-то других аспектов по типу БГ, по типу, я не знаю, ввода нового режима в виде 1x1 дуэлей, допустим, с Регой? Потому что фраза «поддержка активности игроков на арене» может трактоваться по-разному. Либо это просто отдельное упоминание арены, чтобы подчеркнуть данный аспект игры, либо это говорит нам о том, что нововведение в принципе, вот боевой пропуск будет касаться арены, чтобы вы больше ее регали, а, допустим, за БГ какие-то награды вам сыпаться не будут или будет сыпаться меньше уровней боевого пропуска, допустим. Я не знаю, как реализована будет конкретно данная система. Ну, то есть вы меня поняли. Мало информации, опять же. Будем, видимо, дожидаться 1 ноября или какие-то преданонсы о ПВП-сезоне. Но если посмотреть на новость с призмы того, что они, в принципе, уже начали развивать ПВП и двигаются в этом направлении, как будто бы уже неплохо. Уже not bad. Кстати, народ, если вас интересует дополнительный контент по типу различных гайдов на классы, гайдов по настройкам, соответственно, у меня есть Boosty, где я данный контент выкладываю. Там уже больше 60 видосов, есть личный чат, в котором вы можете мне написать, и я отвечу на все, что вы мне там присылаете. Соответственно, переходите, знакомьтесь с контентом и подписывайтесь. Теперь погнали по ПВЕшным изменениям, и вот из того, что мы можем пощупать уже по факту завтра, это ивент Тыквовин плюс новый мировой босс. Что, кстати, думаете по поводу механики мировых боссов? Я так понимаю, именно в Пандарии на них прям такой уклон сделали. Ну, то есть нужно было там раз в неделю Шат Злости убивать, нужно было Галеона раз в неделю убивать. Достаточно быстро, просто, но вот, блин, с них хрен шмотка какая выпадет. А если про маунта, то я вообще молчу. Как будет на Наздоре реализовано, посмотрим. Что за босс, тоже пока что непонятно, потому что они написали конкретно, но в принципе как доп-контент почему бы и нет. Минусов я точно не вижу в том, что появится новый мировой босс, ну как будто бы да, it's okay. Но здесь нужно его прямо именно в игре забить, посмотреть вот конкретно как это работает, увидеть воочию, как все реализовано. Ну а ивент Тыквовин, понятная такая база, прикольно, кстати, то, что можно будет выбить, я так понимаю, еще с скакуна всадника без головы. Прикольный маунт, который и летает, и при этом еще и конь, и у него копыта светятся, что... Ну в общем да, на Тыквовине, конечно, можно лутануть контента. Следующая новость уже поинтереснее. В промежуток с 20 по 22 октября стартует новая активность охота за сокровищами. И вот эта вот активность будет на постоянной основе на данном сервере проходить. Я так понимаю, будем играть в пираты и захватывать редкие сундуки. То ли их нужно будет искать, то ли нужно будет за них бороться. Может быть, это как airdropсы, типа, знаете, сейчас на ритейле. Когда ты летаешь на драконе, там с определенной периодичностью возникает оповещение на всю локацию, что вот сейчас прилетит самолет, сбросит сундук, туда все слетаются, и Орда и Альянс месяца жестко, и потом, кто победил, кто этот сундук чекнул, того и награда, соответственно. Как здесь будет реализовано? Ну, скорее всего, немножко по-другому, потому что есть, опять же, слова про то, что игрокам предстоит искать и захватывать редкие сундуки. Возможно, они будут просто, опять же, спрятаны где-то по локациям. Будем смотреть, будем разбираться. В принципе, вроде должно быть прикольно. И 2 конфетки. Обновление торговой лавки, запуск ПВЕшного боевого пропуска и новый рейд. Вот это вот уже нам надо. Судя по тому, что они разделили 2 эти новости, ПВЕшный и ПВПшные боевые пропуски будут обособлены друг от друга. Не будет такого единого пропуска, в котором будут единые задания, и такие вы вместе его качаете. А, видимо, да, будут именно 2 ветки, и, соответственно, в ПВП боевом пропуске будут ПВП награды больше, а в ПВЕшном, соответственно, ПВЕшные. И вот здесь вот нужно будет посмотреть, как они это совместят с торговой лавкой, потому что прямо сейчас торговая лавка, вот эти 3 дейлика ежедневные, которые прям, ну, достаточно быстро выполняются, это прикольно. Там и ресурсов много накидывает, различные валюты, как вот и очки чести, очки арены, эмблемы льда, вневременные монеты, все подряд кидает достаточно, кидает прямо много, даже учитывая, насколько просто закрывать эти дейлики. И нужно будет как-то совмещать и торговую лавку, и ПВЕшный боевой пропуск. Посмотрим, как они это реализуют. Тоже достаточно интересно посмотреть. Ну а новый рейд, опять же, с подписью, что это будет сложный рейд для хорошо экипированных игроков. Ну, здесь как будто бы вы мне будете рассказывать, что да как, потому что хрен его знает, возьмут ли меня в новый рейд с моим-то уровнем познания в ПВЕ механиках 3.3.5 дополнения. Новые боссы механики. Только я вот не совсем понял, это они свой кастомный рейд хотят ввести? Или это именно открытие следующего по контент-плану рейда, ну, по типу там ЦЛК, Ульдуар и так далее. Вот, как бы тоже, видите, мало инфы.
Новогодний ивент. Ну, это, понятное дело, ближе к декабрю-январю, но в любом случае какие-то тематические награды и всякая кастомизация. Ну, прикольно, нужен такой праздничный настрой, почему бы и нет. В принципе, в любой игре, мне кажется, есть новогодний свой особенный ивент, в котором люди что-то делают дополнительно именно в рамках этого времени, получают именно в рамках этого времени какие-то специальные внешки, какие-то награды, связанные с Новым годом. Ну, это точно не лишнее, да, это хорошо. Вот такие вот новости, народ. Опять же, смотрите, некоторые пункты из данного списка уже будут буквально завтра доступны, некоторые через пару дней, ну а некоторые, понятное дело, придется подождать до ноября и чуть-чуть попозже. Но в любом случае тенденция как будто бы приятная. В принципе, нововведения, не сказать, что какие-то прям плохие, мне нравятся. Надо будет посмотреть именно за конкретной реализацией каждого из данных пунктов. Не может не радовать, что разработчики в принципе освещают свои планы. Понятное дело, вот это прямо то, что нужно, чтобы у людей было понимание, чтобы люди знали, к чему готовиться, что их ждет. Ну, иначе, когда отсутствует информация, вот такое вот поле пустоты появляется, да, это не всегда приятно. А когда такие посты видишь, это уже тебя подогревает интерес. Ну, скажи, вроде нормально. Поэтому пишите ваше мнение в комментариях, что думаете по данному поводу. Соответственно, будем все читать, будем совсем разбираться. Ну, а я же вам желаю удачи, всем прогрессии в PvP, в PvE. Всем на сегодня. Пока.